все, что ты считаешь своей личностью, все уникальные черты твоего характера, твое чувство юмора, мировоззрение, профессионализм, твои идеи, цели, грандиозные планы, мечты и грезы, интеллект, память, психика, моральные пороки и грехи, все, что ты считаешь собой, все это нелепая сома. Абсурдный сгусток атомов, обреченный быть футляром, переносчиком, жалким механизмом, обеспечивающим бессмертие своих истинных, безмолвных хозяев. Венец творения – презренный биоробот, биоинкубатор. Всего лишь подходящая среда для половых клеток сквозь поколения, устремленных в вечность. Ты можешь сколько угодно верить в свое величие, в свою значимость, в свою уникальность, все равно оставаясь ничтожным рабом того, что Август Вейсман называл гермоплазмой. Взгляни на свое отражение. Ты всего лишь кучка соматических клеток, что никогда не преодолеет предел Хейфлика. Мы рождаемся и умираем лишь однажды. Рано или поздно каждый из нас перестанет стареть. Сома непременно умрет. Готовы? Скажите сыр. А что, если Вселенная решит посмеяться и колесо жизни внезапно сорвется со своей оси? Цикл, дающий бессмертие половым клеткам, нарушен. Половая линия так и не узнает, что там в конце – большое сжатие, большой разрыв или большое замерзание. Гермоплазмы больше нет. А заведомо ущербная, но теперь оскопленная, потерявшая суть своего предназначения сома, вместо бесславного небытия внезапно осознает трагическое обречение. Более того, после клеточной гибели сома давно встретила свой жалкий, безрадостный и бестолковый финал. Погребение, кремацию, компостирование или щелочной гидролиз, неважно. Прах к праху. И в то же время она, кажется, до сих пор жива. Она осознает себя. Ей страшно. Frictional Games создали поистине жуткое творение. С обескураживающе простым и заурядным геймплеем, зажатым в набившие оскомину рамки симулятора ходьбы, где игровые механики максимально упрощены и доведены до примитивизма, где довольно грубым способом посредством записок и аудиодневников обрывочные фрагменты вкрапляются в общее нарративное полотно. Это что-то очень медленное, тягучее и меланхоличное. Неспешное блуждание, скромный стелс и простецкие пазлы. Игровой процесс сугубо немощный, не способный удивить или завлечь. Разработчики сделали акцент на другом. Сома не предлагает сыграть в игру, она дарит погружение. Сома – катастрофа одного индивидуума на фоне катастрофы всего людского рода. В привычных декорациях заброшенных исследовательских станций вместо стандартного хоррора Сома предстает завораживающей историей о пронзительном одиночестве, которое оказывается куда страшнее любого иррационального зла. Одиночество, обрисованное в игре, абсолютное, кромешное. Утопая в отчаянии, человек готов хвататься за соломинку. И потому отмеченный роком кадавр, невольно выбравшийся из кокона биомассы, обязательно найдет лучшего друга, даже если им станет бездыханный набор нулей и единиц. Маленький человек будет бежать из мира, что сильнее его, прорываясь сквозь вереницы напряженных ситуаций, далеко не геройских поступков и бьющих под дых моральных вопросов. Сделанный выбор никоим образом не повлияет на сюжет. Линейность повествования не будет нарушена. Лишь в безднах сознания игрока болезненным рефреном начнут звучать всхлипы саморефлексии. Напряжение и ужас от совершенного и оставшегося за рамками истории теперь останутся внутри игрока. Все самое страшное в Сома невидимо. Самое страшное в Сома – те мысли, что она сеет в черепной коробке. Потому моменты классического хоррора воспринимаются чуть ли не снисхождением. Тише! Не смотрите на него! Лишивший себя зрения безумный старик, скитающийся по пустынным коридорам в надежде услышать хотя бы неявное присутствие новой жертвы, конечно, может нагнать жути. Скверное кряхтение, пренеприятно щекочущие барабанные перепонки, череда глич-эффектов, давящая теснота и отсутствие какой бы то ни было возможности дать отпор.
Все это вкупе не раз будет щедро одаривать мурашащими норадреналиновыми всплесками. Все, что герой может противопоставить местным обитателям – тотальное бессилие, напряженное пассивное наблюдение и суматошный бег. Все эти одичалые монстры вне сомнения достойно выполняют свою функцию. Но страх, который они вызывают, взнервленный, быстро проходящий, вскоре выливающийся в раздражающий дискомфорт. Хоррор в Сома чертовски стильный, и бесчинствующая нечисть, хоть и грамотно дополняет общий саспенс, все же остается на заднем плане. Без нее игра не растеряла бы атмосферы. Все самое страшное в Сома невидимо. Например, надежда, которая не имела права на рождение. Та, что из самого светлого обернется чувством мрачным, нервным и отчаянным. Борьба с неизбежным не имеет смысла, но не вести ее нельзя. Надежда – тяжкое бремя в бессмысленном мире, где нет ничего, кроме несчастий и пагубы. Но можно ли не цепляться за шанс выбраться из клаустрофобической тесноты, ловушки и бесконечного заключения, если где-то там, за очередной последней чертой, наконец будет просторно? Надежда рано или поздно подведет к душераздирающей пронзительной ноте, максимально жизнеутверждающей и в то же время оглушающей своей беспробудной обреченностью. Сокрушительная скорбь по несбыточному будет судорожно перемежаться с щемящей эйфорией. Ведь вот оно чудо, правда? Леденящий душу хэппи-энд как иллюстрация к понятию безысходность. Разве что-то может быть оптимистичнее? Сома – хоррор, который пугает невозможностью внезапной скоропостижной игровой смерти, а вопросами простыми и вечными, в том числе, а что собственно есть смерть? Сома оставит после себя точащее осознание жестокое послевкусие, психологическое напряжение, от которого, в отличие от игровых монстров, нельзя убежать. Сома по завершению начнет выкорчевывать надежно запертые в пучинах сознания не самые удобные темы для размышления. И весь этот неумолимый калейдоскоп тревожных дум способен перетечь лишь в неиссякаемую любовь к жизни, к настоящей жизни, а не к жизни понарошку. Ведь Сома непременно умрет. Или нет?